Бибимета, нужно сить фастфуд, да? Чего? Всем привет! В этом видео будем посылать DSI прошивку, но что-то это за фигня такая? Есть кастомные прошивки двух типов, но DSI и DSI. Во-первых, посылается все подряд, а во-вторых, только систем. В этом видео будет инструкция для Redmi Note 12 Pro 4G with K6A. Но она также подойдет и к другим телефонам. Я проверил 4 обычных non-DSI прошивки. Но каждый из них что-то не работает, вероятность того, что что-то работает крайне мала. Затем почитать форумы и научиться шить DSI. Правда, в инструкциях есть много лишних шагов. Поэтому вот вам видео. Действовать будем по этим инструкциям. Много букв. Не хочется буковы читать. Прошивку скачать можно тут. Делаем бэкап и убедитесь сначала, что Switch Backup и другая программа для бэкапа работает на том андроиде, на который вы прошиваетесь. Убедились? Ну тогда начинаем. Игры. Техника. И другое. Оплатить DSI на Redmi Note 12 Pro 4G и не только. Вот у нас установлена официальная стоковая прошивка последней, ну или почти последней версии. Держим кнопки громкость минус и питание, чтобы перезагрузиться фастбут. И будем сначала слить VB Meta. Для этого сначала нужно скачать и распаковать платформу Tools, которую вы можете очень легко найти в интернете. Открываем командную строку от имени администратора и переходим в папку с платформы Tools. Засылаем VB Meta этой командой, а затем перезагружаемся в фастбут D. Перезагружаемся и... Нужно скорее бежать! Если вы уже установили кастомный recovery, то верните обратно стоковое, так как только в нем есть фастбут D. Перезагружаемся в фастбут D. Загрузились. Теперь стираем систему. Пытаемся накатить кастомную прошивку, но, увы, не получается. И нужно еще потрудиться. Прошивка пока не влезает. Вводим эти команды и прошиваем вкусный продукт. Ну, вкусно. Вкусно? Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. И теперь, наконец, присылаем прошивку. 2 hours later. Теперь система шьется и идем пить чай 2 минуты. Нифига не перезагружаем телефон, как обычно, а перезагружаемся фастбут. Медленно читаем раздел «Дата». Прошивка просилась, но это еще далеко не все, что нам предстоит делать в этом долгом и длинном видео.
Просил и теперь будет работать. Да ведь? Нет, Заходим в Treble Settings. Включаем эти два пункта. Первый для камня, второй для смс-ок. И еще кое-что. Заходим сюда и выбираем первое и второе. Выбираем нужную сим-карту здесь, если у вас почему-то их две. А затем выбираем точку доступа и редактируем ее, если мобильный интернет работать не хочет. У меня хочет. Переделайте значения, если они неправильные. Теперь все по кастомизации. Количество кнопок в быстрых настройках меняется. Тут выключаем, если бесит. Здесь включаем передачу файла, чтобы каждый раз ее не включать, но телефон должен быть разблокирован. Выбираем клавиатуру, а вот здесь можно поменять ярлычок. Nice. Теперь вы можете восстановить приложение. Ёкальный бабай. Камеру используйте эту, но если не эту, то в других камерах у меня доступен режим 4К 60, который не работает, а в этом он недоступен, как и положено. Будет 4К 60 кадров есть, и 4К тоже есть. Всех выключаем, если лагает. HDR Plus можно включить, если хотите. Стабилизацию видео выключаем, а оптическую можно и включить. Включаем макро и объектив, это широкоугольный объектив, да-да. Обычная камерка. А это шилик. NFC-ска. Выбираем приразуху. Моя бесполезная карта бесполезного банка. Теперь можно поменять разрешение экрана, чтобы записывать видео в 16:9. Выбираем самую плоскость краю экрана опять. Полосочка пропала и кружок тоже. Батарейки хватает на 6 часиков. А теперь аж на 9 огромных часов. Я разобрался, как починить камеру. И РДС работает тоже. Все замечательно стало теперь. И теперь можно прошиться в Android. Недавнее на хайпер. Все глючит, не работает. Долго держишь на приложении, и все зависает в конец. Лайк, подписка и донат будет для вас очень рад. Посмотрите также и другие видео на канале. Ура!